Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Наконец-то нам приехала красочка, 4 дня мы ее ждали, и мы можем продолжать заниматься нашим зилком. Сегодня у нас по плану это покрасить кузов. Его нужно зачистить, также нужно покрасить один из бортов, который лежал боком. Вот, и после этого мы сможем уже дальше продвигаться. В любом случае, в этой серии я надеюсь на дальнейшее восстановление зила, как и вы, я думаю. Огромное всем спасибо за поддержку на Бусти. Спасибо всем, кто подписался, но у кого есть желание подписаться, то переходите по ссылкам в описании, поддерживайте нас, и благодаря вашей поддержке мы можем продолжать двигаться дальше. Огромное всем спасибо, не забывайте про наш телеграм-канал и другие соцсети, тоже заходите, смотрите, распространяйте, одним словом, продвигайте наш труд на просторах интернета. Вам приятного просмотра, ну а мы начинаем трудиться. На пескоструе у нас были закрыты борта, поэтому нам предстоит здесь подчистить уже механически. Все подправить, все продуть и загрунтоваться чуть побольше, потому что тот борт у нас вообще не загрунтован. И только после этого уже залить его весь, покрасить. Вот такой план, так что придерживаемся его и работаем. Хорошие смарт-часы стоят около 60 тысяч рублей. Тратить такие деньги готовы немногие, тем более на какие-то непонятные дорогие игрушки. Для тех, кто хочет смарт-часы, но не готов сильно тратиться, тюменский бренд Case Guru, инноватора и визионера Вадима Бокова, создал собственную линейку топовых смарт-часов. У умных часов Case Guru все те же топовые фишки, что и у более известных аналогов. А стоят TumenWatch в 6 раз дешевле, 6,5-10 тысяч рублей. Самые недорогие смарт-часы из умных и самые умные из всех недорогих. Аккумулятор от Panasonic держит заряд до 10 суток. У TumenWatch антибликовый AMOLED экран от Samsung на 2 мм больше, чем у яблок. Сам дисплей изогнутый, больше полезная площадь, лучше углы обзора и проще смотреть информацию при разных положениях руки. У яблок и китайцев старые плоские дисплеи. Материал корпуса авиационный алюминий, как в корпусе Боинга. Самые неубиваемые в мире смарт-часы выдерживают падение с высоты до 1,5 метра. Максимально точный контроль за здоровьем, пульс, уровень кислорода в крови и давление, качество сна и показатели стресса. Более 150 продуманных спорт-режимов, разработанных при участии профессиональных спортсменов. Минимальная погрешность показателей. Тюменские смарт-часы Case Guru самые недорогие из умных и самые умные из всех недорогих по ссылке в описании и по QR-коду. Промокод TRACK2512 на скидку до 1000 рублей. У нас уже начался процесс покраски. Днище загрунтовано и красим сейчас черненькой. Потом начнем красить борта синий. Также покрасили вот эти пальцы, фиксирующие груз. Ну и днище прошли, сейчас будем начинать красить синенькой краской. Это у нас краска такая же, как мы красили зилокран, она чуть светловатая. Я в этот раз решил купить потемнее краску. Вот, давайте вам покажу. Это MIPA 428. Вот. Имейте в виду, она вот потемнее. Сейчас мы попробуем красить, что у нас выйдет, увидим. Она такая потемнее оттеночек у нее. Леша сейчас задует. Кузовок будет красавец. Прокрасим его и снаружи, и снутри борта, чтобы все было красиво. Друзья, Леша говорит, что я чокнутый, но
Не знаю, возможно, он частично прав, но мы прекращаем покраску дальнейшую. Мы будем красить в оригинальный цвет. Этот цвет слишком синий. Да, колхозный цвет. Вот правильно Леша сказал. Это колхозный цвет. Нам нужен такой цвет. Это будет стоить дорого, но моя душа будет спокойна. Это бред, я знаю, это бред. Но я такую не хочу покраску. Покраска хорошая, но цвет хлам. Все, это колхоз. Будем делать оригинал. Нам придется зачистить эту краску. Все борта внутри. Но мы перекрасим. Это было неправильное решение покупать более темный оттенок. Я уже решил, и мы так будем делать. Это займет еще неделю, но мы сделаем, чтобы все было нормально. Поедем носиться на Зелотахе. Наконец-то пришла краска, и сегодня тот самый день, когда я наконец-то перекрашу кузов. Хожу взад-вперед. Заказали одну банку краски, я решил заказать вторую. Вдруг не хватит. Ждали еще вторую банку. А я хожу вокруг, знаете, мы параллельно снимаем сразу несколько серий. Вы должны это понимать, где-то на заднем плане что-то мелькает. Не обращайте внимания, никто вас не обманывает. Просто серии снимаются по 3 недели, по 4 недели. Ну, такие вот у нас условия. Пришла краска, я каждый раз прохожу мимо и все думаю, блин, ну не та краска, не та. А теперь я покрашу, и все будет. Красота. Вот теперь я счастлив, друзья. Тот момент, когда ты весь в краске, дышать уже не можешь, но ты счастлив. Это тот цвет, который я хотел. Единственное, переживаю, чтобы это все не поплыло, потому что заливал, видите, в зеркало. Все. Ну, на морозе есть. Вот, кстати, уже поплыло, блин. Красишь, все нормально, но потом проходит буквально вот 10 минуток и начинает плыть. Ну, вроде все хорошо. Она просто растворяется с предыдущим слоем и начинает. Ну, все, красота. Пока что только там вроде такие сильные подтеки. Ну и покраски. Чтобы не повторять моих ошибок, смотрите. Лада 425. Если у вас ЗИЛ, однозначно 425. Это 428. Они, ну, как бы, блин, близки. Но начинаешь смотреть вот на банках. Я не знаю, камера передаст, не передаст. Разница колоссальная. Но и в конечном результате тоже разница, блин, колоссальная. Фух. В общем, кузовок готов. Единственное, нужно будет мне взять еще краски и кисточкой пройти наш пол, потому что все запылилось, и пол уже не черный. Вот. Также нужно будет пройти здесь бруски еще. В общем, тоже надо будет это все сделать. Сейчас заскочу в магазин, если будет, обязательно возьму. Нам нужно освободить эту часть гаража, потому что она нам периодически нужна. Мне нужно ремонтировать УАЗ, мне нужно... Еще у нас, возможно, будет новый проектик небольшой такой, интересненький. Тоже посмотрим, но вы все знаете, что я давно мечтаю о Кировце, но пока что мы не можем его позволить, к сожалению. Но рано или поздно я эту тачку возьму. Вот, так что будем стремиться к этой цели, но кузовок вышел просто прелесть.
В попытках установить кузов таким простым способом, но мы потерпели фиаско. Надо все-таки устанавливать колеса, опускать ниже зела, и только после этого мы сможем ханамагом завести кузов. Это наш фильтр очистки выхлопных газов. Мы установили два передних колеса. И сейчас будем устанавливать два вот этих задних. И выезжать на улицу и устанавливать манипулятором кузов. Вот такая у нас задача. Так что, надеюсь, у нас получится. Ну, коптит он, и, наверное, у нас слишком поздний все-таки момент впрыска. Огромное спасибо, что вы все подсказывали, потому что двигатель работает слишком мягко. Вот, ну, сейчас мы разберемся с покрасочкой, где-то что-то по технике. Работы с этим зелом еще очень-очень много. Но тачка классная. Метод до БДМа. Короче. Ближе к себе. Двинулся. У Лёши, конечно, чуть получше получается управлять манипулятором, но не важно. Молодежь вперед! Просто здесь спешить не надо, а я, как всегда, спешу. Все, в принципе. Даже, ну, вы же заметили, да, что мы едем всего на 4 колесах. Эта тачка способна даже ездить на 3. Сейчас наживем пару болтов и загоняем его обратно.
Отмыл я колесики наши, потому что планирую их тоже покрасить перед установкой. Занялся здесь УАЗиком. Мне пришлось поменять здесь аккумулятор, потому что наш, спустя вот если 3 дня машина постоит, то его уже не запустить, высаживать. Помыл немножко здесь моторный отсек, и машину всю помыл, эксплуатирую. В принципе, пока что все нормально. Что-то в этой машине есть. Да, ее неправильно сравнивать с Патролом. Патрол, конечно, все-таки, наверное, получше машина, но мне тоже интересен вот такой опыт эксплуатации УАЗа. Он едет достаточно мягко. Ну, своеобразная машина. Есть у нее свои плюсы, ну и, конечно, есть свои минусы. Но так пока что все нормально. Пока у нас еще относительно комфортная погода, я решил подкрасить вот эти места. Видите, мы поставили кузов, но он отличается по черности. То есть хочу добавить вот в этих местах краски, подкрасить, чтобы у нас все смотрелось погармоничнее. Вот. Ну, это сейчас быстренько я пройду. Краску я докупил. Также, смотрите, здесь сзади не очень так красиво. Видите, подзапылилось. Поэтому пройдем это все, подкрасим аккуратненько черненьким. Будет красиво. Все подкрашено, и теперь мой глаз радуется. Следующее, что нам нужно сделать, это закрепить кузов. Вот сейчас болтики подберем. Также можно уже устанавливать фонарики здесь, пытаться уже наводить красоту. И сразу огромное спасибо нашему зрителю Николаю, который как чувствовал, что нам нужны вот такие фонари. Ну, здесь он сверлышки положил, болты. Еще фонари тоже камазовские, шланг, зеркала. Огромное Николаю спасибо. Он не первый раз нам присылает вот такие вот подарочки, которые нам периодически пригождаются. Так что огромное-огромное спасибо Николаю. Креплю кузов. Болты, естественно, смазываю мовилькой перед установкой. Здесь нам предстоит 2, 4, 6, 8, 16 болтов. 12 здесь устанавливается. Не совсем попадают. Попадут. 4 я уже наживил. Так что проект наш движется. Работать с ним, конечно, очень много, но работать с ним интересно. Потому что ты возрождаешь тачку, которая с историей, которая, по сути, уже не будет произведена, а мы своими руками ее воспроизводим. Занялся я электрикой, решил все-таки здесь установить 2 фонарика хотя бы, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Поэтому взял вот такой фонарь. Тоже, кстати, нам его присылал когда-то Николай, ему огромное спасибо. И сейчас вот он на заводское место сюда станет, но прежде нужно зачистить. Здесь масса идет через этот кронштейн. Вот. Ну и потом подсоберу немножко, лампочек нету. Как назло, нужны лампочки на 12 вольт. Здесь система 12-вольтовая. У меня все на 24. Когда нужны лампочки на 24, копошишься в ящике. Все на 12. Ну вот так это работает. Так. Сейчас включу аварийку. Если увидите, что моргает, кричите. Ну что, моргает? Ну что вы молчите? Ходить взад-вперед нужно. Ё-моё, не работает. Проблема в самом фонаре. Сейчас зачищу немножко лампочку, там зачищу. Все понял. Вон там причина. Видите, подкрашивали здесь серебрянкой, чтобы отражатель, как отражатель работал. И, к сожалению, закрасили нам и медяху. Вуаля! Все работает. Болтаешь, ничего не пропадает.
Просто серебрянкой закрасили. Отлично. Сейчас, кстати, можно проверить даже габарит. Сейчас глянем габарит. На удивление, габарит активировался сразу. Я даже такого не ожидал. Сейчас еще вставим сюда задний ход и соберем стекляшку. Сейчас проверим, вот везучий сегодняшний день или невезучий. Просто подключаем провод. Так. И идем, включаем заднюю передачу. Блин, не горит, да? Ну, не будем все-таки относить сегодняшний день к невезучему, неважно. Разберемся чуть позже. Сейчас закидываем этот стекляшек и потом увидим. Работает! Ха-ха-ха! Почему я взялся за эту проводку, я объясню. Просто я хотел, чтобы у меня было понимание, насколько здесь жива она в задней части, потому что непонятно было. Ну, сейчас я понимаю, что все хорошо, и мы можем дальше работать с нашим зилком. Я после обеда приеду, хочу скинуть клапан вот, на гидравлику и попробовать посмотреть, помыть, поискать, либо, может быть, нам придется покупать новый. В общем, вот этот вопрос тоже нам нужно попытаться решить. Возможно, мы упремся в какую-то проблему, и нам придется искать запчасти, поэтому попробуем раскрутить клапан. Что, я заполз уже на манипулятор. Вот наш клапан. Наша задача его открутить. Он что-то вообще не зажат у нас, ё-моё. Так, масло польется, интересно. Отсюда, наверное, польется. Сейчас подложу все-таки. Внутри просто регулировка и все. Эта часть тоже выкручивается. А здесь конусок. Нет, нормально все, не заклинивший. Но вот эта часть такая тугая. Сейчас пойдем. Вот так он вкручивается и этим конусом регулирует что-то там. Но здесь все хорошо. Как состояние этой части? Опа. А вот эта часть у нас, видите, вот в каком состоянии. Закисший поршень. К сожалению. Вот она и причина. Все почистим, соберем обратно и должно работать. Старался я очистить, но все равно раковинки, видите, остались. Да, поршень здесь ходит без проблем. Все хорошо. Но я думаю, давление он здесь будет держать. Это, знаете, там не топливная аппаратура, где должно быть все идеально четко. Но вот так выглядит наш клапан. Может, у кого-то есть мысли, от чего это клапан, или есть моделька, скидывайте в комментариях, кто узнал этот клапан. Вот, потому что я в этом вообще не шарю. От чего это клапан и где, на каких сайтах его искать. Все прочистил, промыл. Я думаю, сейчас он будет работать. Отлично. Надо было его разобрать раньше, чтобы не мучиться столько. Отлично. Регулировку я не трогал, то есть фактически у нас должно все быть хорошо. Клапаном удалось разобраться достаточно быстро, поэтому у нас есть возможность еще покопошиться с электрикой. Все покрасил, к сожалению, дальше я не могу двигаться, потому что нужно, чтобы это все высохло. Здесь тоже подкрасил, где ржавчина была. Скоро соберем все. Здесь фонарь нужно поменять. Катафоты нужны, не уверен, что у меня есть. По-моему, один есть. А нужно два. В общем, вот такая вот обстановка. Вся мелочевка за ночь высохла, и мы можем собирать нашу левую сторону. Также было принято решение все-таки установить колеса по той простой причине, что
Но нет смысла зимой в мороз мне красить эти диски. Изначально я хотел покрасить, очистить, но потом сырая погода, везде все плывет, течет, но невозможно. При этом около минусовая температура. Ну, наверное, это неправильно. Весь труд будет на смарку. Я думаю, мы дождемся весны. Они у нас не такие страшные, но не покрашенные, да. Так что пока что решил я диски не трогать. Я думаю, мы весной их снимем и покрасим. То же самое, я думаю, и по манипулятору. Но в мороз красить, это, наверное, глупо. Вот, поэтому пока что этот проект у нас будет в таком состоянии полупокраса, полуподготовки. Вот, поэтому продолжаем работу. Начал собирать и не помню, как здесь что уже было, блин. И для чего это все? Ну, вроде разобрался. Кажется, и недавно снимал это все и уже вылетело из головы. Раньше ночью меня разбуди, так я помню, что куда ставилось, куда какой болт и так далее. А сейчас уже теряю сноровку. Все, можно ставить. Вот эту всю светотехнику по возможности я стараюсь крепить с использованием нержавеющего крепежа. Ну, граверки или гайки, пофиг, потому что вот эта часть, это контактная часть. И как только здесь масса пропадает, начинают фонари вот так вот, ток идет через ненужные пути, через габариты, повороты и тому подобное. Поэтому лучше сразу собрать хорошо. Также сразу хотел передать слова благодарности Сергею, нашему зрителю, другу, подписчику, который не удержался и тоже привез нам очень много вещей для нашего зила в том числе. Вы видите прожектор? Я думал, если честно, что их уже не найти. Оказывается, есть вот такие новодельные прожектора. Как раз 2 новеньких прожектора нам на зилка. Также привез мне здесь запчасти и для УАЗика. 3 прожектора. Катафоты, которых нам так не хватало. Вот здесь нужно их установить на зилка. Видите, сейчас мы их тоже закинем. Ну и всякая мелочевка. Тоже, которая периодически нам пригождается. Вот такие вещи. Все это нам надо. Так что Сергею тоже огромное спасибо. И спасибо всем нашим зрителям, которые неравнодушны к нашему творчеству. И которые периодически нам присылают всякие подарки. Это очень-очень приятно. Продолжаем сборку нашего зилка. Поскольку рамок для номеров с маркировкой ЗИЛ 4975 я в магазине не нашел, поэтому придется нам ставить другую марку, а именно Volvo. Как думаете, каковы шансы у меня были найти рамку номерную с надписью ЗИЛ 4975? Кажется, они настолько ничтожно малы, что прям страшно думать об этом. Вроде ровно. Та-дам! 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 Идеально. По-моему, смотрится очень красиво. Выяснилось, удаление
от катафотов, ну, наверное, самое сложное задание, потому что невозможно открутить. И удержать невозможно винт, и крутить не можешь. Пришлось прибегать к бенгальскому огню. Места, где стояли катафоты, они, естественно, не от пескоструены, но я их прошел мовилью. Вот, и катафоты, которые я устанавливаю, это уже российского производства, новодельные, можно так сказать. Но весь наш ЗИЛ, он российского производства, СССР уже тогда не было. И это, кстати, просматривается во многом, в качестве уже и самой вот электропроводки, ну, во всем, по сути-то. Уже ощущалось, что нету того вот военного качества, которое делалось при СССР. Уже машины собирались менее качественно. Вот так теперь выглядит задняя часть ЗИЛа. Красиво. Сейчас еще подправлю электрику. Вот там, видите, провода торчат не совсем красиво. Но я не проверил ее еще, поэтому тоже, потому что лампочек у меня нету. Нужно докупить лампочек на 12 вольт. Все здесь перерыл, но, к сожалению, не нашел. Привел я там в порядок немного проводку, ничего не вижу. Но на сегодня это все, друзья. Мы в этой серии помучились, но продвинулись уже достаточно сильно, я считаю. Вот, вам огромное спасибо, что были с нами. Не забывайте подписаться, не забывайте поддержать нас, если у вас, конечно же, есть такая возможность. Ну, а мы с нашей стороны будем стараться для вас снимать что-то интересное. Вам я хочу пожелать только хороших людей на жизненном пути. Всех благ, всего самого-самого наилучшего. Крепчайшего здоровья, это очень важно в нашей жизни. Всех вас поздравляю с наступающим Новым годом. И помните самое главное, что хорошее настроение — это то настроение, которое мы создаем сами себе. На связи. Всем только всего самого наилучшего. Увидимся в следующих сериях. Пока.